меня здесь где-то килограмм урюка. Урюк у нас домашний, свой с огорода. Такой весь неважненький. Но очень вкусный, очень сочный. Нам, конечно же, нужно промыть его и почистить от косточек. Косточки не выкидывайте. Чуть дальше я вам покажу, что я с ними делаю. Где-то на килограмм урюка у меня уходит чуть меньше 100 грамм сахара. Вот так вот я его засыпаю. Можно поставить на час для того, чтобы он дал сок. Но у меня сейчас времени нету, поэтому я буду добавлять где-то 50 миллилитров воды и буду ставить на огонь. Сейчас начнут некоторые хозяюшки писать в комментариях, что а зачем варить, а зачем добавлять сахар. Я перепробовала очень много разных рецептов. Я остановилась именно на том, что понравилось мне. Урюк без варки и с варкой. Я вам в конце видео все это подробно покажу, что получается с несколькими этими способами. И ставим на огонь до закипания. Он у меня начинает закипать. Сейчас нам нужно отсюда взять немного сока и размешать его с 2 столовыми ложками крахмала. Где-то у меня 100 миллилитров сока получилось. И добавляем крахмал. 2 столовые ложки. И нам нужно хорошенечко его помешать. Потихонечку выливаем и хорошенечко нужно все это промешать. Закипание. Сейчас как закипит, минут 10 где-то варим и выключаем. На 1 килограмм урюка 1 столовая ложка крахмала. Можно делать его без крахмала, но опять же я говорю, что мне вот именно этот способ очень понравился. И я варю теперь только так. Наш урюк немножечко подостыл. Сейчас мы будем его крутить в блендере. Сейчас будем выкладывать. Я взяла себе вот такие силиконовые штучки. Они мне очень понравились. И для пастилы вообще идеальная вещь. Если у вас нету таких, я делала вот в обычном противне, стелю бумагу пергаментную, только обязательно надо смазать маслом. И смазываем маслом. Совсем немного, слегка, чтобы так вот это было просто размазано. Масло должно быть совершенно без вкуса. Ну, наверное, подсолнечное. Ну, у меня оливковое. Другим мы не пользуемся. Начинаем его размазывать тонким слоем. Такая консистенция у нас получается. Сушить мы ее будем исключительно на солнышке. Можете, если у вас сильного солнца нету или вам не хочется на улице, вы можете сушить дома. Только погода должна быть абсолютно не влажная. Даже дома они у вас заплесневеют. У меня один раз такое случилось. Поэтому вот я вам говорю. Можно сушить в духовке. В духовке сушить его нужно при самой низкой температуре, обязательно слегка приоткрытой крышкой. Но это занимает очень долго времени, как минимум 24 часа. И электричество у нас сейчас в Турции дорого, поэтому этот способ мне не подходит. Идеально это под солнышком. Чем слой тоньше, тем быстрее он будет сохнуть. Она у меня сушится. Сейчас немножечко подсохнет, слегка совсем, чтобы верхушка не прилипала. И я буду сверху накрывать ее марлей или какой-либо тонкой косынкой. Это у меня прошлогодние. Они почти год стоят в холодильнике, что с ними не бывает. Сейчас я вам покажу разницу. Вот эта пастила у меня без варки урюк и без сахара. Мне она не понравилась. Да, она высохла, конечно, все это дело, но она у меня суховатая и на вкус она очень кислая. А вот эта пастила я делала из чернослива. Я сюда добавляла крахмал. Это тот способ, который сейчас я показываю вам. Я сюда добавляла крахмал, и это вареная пастила. Она намного мягче, посмотрите. Она намного выглядит живее и не такая кислая, как та, что без сахара. Мне это понравилось больше. Такая пастила у нас получилась. У меня ушло ровно 3 дня для того, чтобы она высушилась. Но у нас сейчас погода 40 с плюсом, поэтому очень жарко. И смотрите, очень хорошо и легко она отходит. Вот так вот мы ее снимаем.
И сейчас нам нужно ее порезать. Вот наши косточки, которые я вам говорила не выкидывать, мы их покололи. Я их обжарила. Здесь тоже фундук добавил, потому что у меня мало было. Нам нужно 1 стакан. Хорошенько измельчить его в блендере. Прям, можно сказать, в порошок. Я его практически в порошок измельчила. 1 стакан этих орехов и полстакана сахарной пудры. Где-то 100 грамм. Хорошо это размешать. И сейчас смотрите внимательно, как я их буду скручивать. Это в Турции в магазинах продают такие штучки. Пишите мне в комментариях, были ли вы в Турции и пробовали ли вы такую пастилу. Понравилась ли она вам? Вот. Та, что блестящая сторона, она должна быть у нас с наружной стороны. Немножко посвинячим здесь. И вот так вот поехали. Потому что с наружной стороны она у нас друг к другу сейчас прилипает, и хорошая форма получается. Очень понравилось, и они очень сытные. Буквально, ну, 2, может, съешь и уже наедаешься. А можно, конечно, и без начинки. Вот так вот их скрутить трубочкой, и тоже можно кушать. И все. Вот такая красота у нас получается. Сейчас будем пробовать. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк. Вот такая у нас начинка.